20 лет назад в столице империи Александр I учредил пожарную охрану. Сегодня на вооружении пожарно-спасательных подразделений стоит самая современная техника и снаряжение. Но, как и сотню лет назад, пожарная охрана – это в первую очередь люди, профессионалы высшего класса. Мастерство пожарных, их отвага и решительность – нередко последняя надежда для людей, попавших в беду. К юбилею приурочили церемонию вручения дипломов выпускникам Санкт-Петербургского университета МЧС имени Героя России Евгения Зиничева. Документы вчерашним курсантам вручили министр МЧС Александр Куренков, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский. Мы помним подвиг пожарных в блокадном Ленинграде. Помним подвиг тех, кто тушил гостиницу «Ленинград». Ваши товарищи сегодня помогают и защищают жителей нашего города-побратима Мариуполя. Желаю вам успехов, удачи, здоровья, стойкости и выдержки на благо нашей России. С праздником! Я хотел бы нашим выпускникам пожелать, чтобы они были достойны всех поколений, которые пронесли это сквозь историю. Действительно, вы первые. В любое время вы всегда приходите на помощь. Это особое служение, служение людям. Многие курсанты уже участвовали в тушении пожаров. На практике будущие укротители огня убедились, в выборе профессии они не ошиблись. Непосредственно там сначала испытываешь такой легкий кураж, а страшно уже становится потом, когда уже понимаешь, что ты все отработал и все сделал. Это работа, которая становится образом жизни, добавляют ветераны противопожарной службы. Самоотдача она требует не только от самих огнеборцев. Терпением придется запастись и членам их семей. Семья очень переживает, конечно, потому что я большое количество времени был на оперативной работе, держишь все в секрете. Почему? Потому что чрезвычайные ситуации очень тяжелые, разные, опасные. И на это приходится, наверное, эти информацию скрывать от родных и близких. В театрализованной форме гостям праздника рассказали об основных вехах развития пожарной охраны Петербурга и Ленинграда. Легендарный ЗИЛ, к нему особое отношение. В России такие машины до сих пор стоят на боевом посту. Надежная техника сберегла не 1000 жизней. Это автомобиль 90-го года изготовления, все механическое, поэтому, естественно, количество поломок были очень минимальные, а если они происходили, то их устранение не придавало труда водителю привести в максимально короткие сроки. Парадом по Дворцовой площади прошла современная техника городского гарнизона МЧС. Сегодня в арсенале ведомства не только пожарные машины, катера и вездеходы. В рядах спасателей несут службу поисковые отряды и кинологи. Перед нами современные образцы, имеющие улучшенные тактико-технические характеристики, предназначение этих автомобилей, доставка боевого расчета к месту вызова. В завершении праздника глава МЧС Александр Куренков, его белорусский коллега Вадим Синявский и губернатор Петербурга Александр Беглов наградили победителей международных соревнований на звания сильнейших пожарных. Почетные бронзовые медали получили спасатели из Белоруссии, серебро и золото завоевали сотрудники МЧС из северной столицы. Дорогие друзья, всем привет! Сегодня я еду с вами в город Санкт-Петербург. Желаю всем приятного просмотра и погнали! Приехали к сестре, мне нужно взять ключи от квартиры, потом поедем домой размещаться. Привет! Привет, сестры! Приветики! Как дела? Нормально. Все, приехали, разместились. Вот такой вот здесь вид. Это город Мурино, прямо рядом с Санкт-Петербургом. Ну, граничит с ним. Очень красивая детская площадка, школа здесь. Идем на прогулку по местным окрестностям. Взяли сейчас 2 самоката, прокатились на них. Спасибо. Сейчас в машину и в Петергоф поедем. Сейчас только я на мойку заеду, сполосну машину, а то лобовое стекло после дальней дороги все грязное.
Подъезжаем к Петергофу. Осталось 7 минут. Вот такая вот здесь парковка платная. Все, мы припарковали машину. 50 рублей в час. Нормальная цена. Сейчас пойдем смотреть фонтаны. Я думаю, что вам будет очень интересно. Вот это очередь за билетами. Билет 600 рублей. Сейчас будем заходить внутрь. Очень много народу. Очень много фонтанов. И здесь очень красиво. Вот на таких вот транспортных средствах экскурсии здесь делают. Экскурсия по парку на электрокаре. Вот, электрокар он называется. Какую, Диан? Какую что ли? Шан. Вот и Финский залив. Все, кто-то вон уже купается. Народ отдыхает. Ну так культурно все здесь прибрано. По мне так очень круто. Кто из вас знает, что это за памятник? Напишите свой ответ в комментариях. Ну все, прогулка закончилась. Часа 2 где-то я здесь ходил. Смотрите, как это выглядит. Поднялись мы наверх из парка. Вот сам дворец. Поток бешеный, людей очень много. 600 рублей цена билета. Ну, это нормально, адекватная цена. Там мороженое, например, 800 рублей рожок. 3 шарика, такие цены. Все, дальше мы двигаемся на следующую локацию. Для вас это будет 1 секунда, а для меня несколько часов времени. Смотрите. Все, приехал я на Дворцовую площадь. Заходим. Погодка здесь у нас не очень. Видимо, сейчас будет дождик. Но я думаю, нам не помешает показать вам всю технику, рассказать. Я думаю, вам будет интересно. Очень много техники. Даже не знаю, с чего начать и что вам показать. Начнем сначала. Музыка, сцена, Исаакиевский собор на заднем плане. Здесь очень круто. Ретро-техника. Очень старая. Ленинград. Смотри, какая штука. Интересно, что это? Да, ладно. ЗИЛ, куда же без него. Мерседесы. Все покрашенные, красивые.
Сзади на 7, спереди. Бочка. Вон Волга стоит, штаб. Оперативный автомобиль. Очень масштабное мероприятие. Я очень рад, что сюда попал и покажу вам, дорогие друзья. Бойцы пожарной охраны поднимали из руин города и села. Восстанавливали экипаж. Магирус 55. Красота. Как вам? Очень круто. Надо фоточку сделать для телеграмма. Так, что там у нас? Лабиринт «Смелый пожарный». Это якобы теплодымокамера с молодыми бойцами. Вот у них здесь обмундирование, все как положено. Я вот это такой. То есть ты можешь на кнопку нажать спокойно и пойти наверх. То есть сам жилет надувается, да, и ты за счет этого как бы эвакуируешься. Либо если тебе что-нибудь нужно поднять, опять же, с глубины того же трупа ты, допустим, нашел, тебе не вывести, да, самому. Ты спокойно как бы его схватил там за подмышку там, и надулся, и уже полегче тебе наверх все-таки. Не надо тебе, товарищи, тянуть тебя. Поднадуй, чтобы он плавно держался. Это вот тоже от Kirby Morgan, чтобы использовать в любом можно снаряжение, то есть любую рубаху одеть, даже нашу, любую, да, это чисто поджимается и все, у тебя по-любому не проходит туда вода, как бы у тебя все за счет того, что да, где у тебя воздушный пузырь там создается, он как бы поддавливает тебя все и держится спокойно. Ну, проверенное оборудование, это хорошее. Спасибо большое. Тоже водолазные костюмы, установки всякие. Я, конечно, с ними не связан, но очень круто. Винзорезы, ирасы, стволы, фонари. Кувалды, топоры. Такое еще не видел. Здесь сколько? 15 литров, да? Эти до 15 литров, да, идут. Этот до 8 с шагом по 2 литра. 2, 4, 6, 8. Да, путевой трос. Чтобы не потерять направление движения. Там в одну сторону идешь, у тебя 1,3 должно быть, обратно. Не сгорит не заблудиться в дыму. Не сгорит такой просто? Ну, мы обычно в огне конкретно не ползаем, мы его тушим, так понимаешь. Ну, я понимаю, что вы его тушите. Вот этот вот металлический уже, да, внутри? Ну, это тоже металлический, он просто внутри металлический идет. Как кевларовый тоже. Но в любом случае, конечно, сгорит, и этот сгорит, и этот сгорит, если конкретный огонь. Ну, под прямым воздействием огня, конечно, все сгорит. Наши и боевки сгорят под прямым воздействием боевки огня. горят, как я любой знаю. пожарный сгорит под прямым воздействием знаю, огня. Это мы уже все проходили. Есть предел. Да, конечно. Да. Если там будешь В огонь ты лезть. 10 часов сидеть, конечно, ты сгоришь. Ну, конечно, да. Ну, сколько какой-то там? предел она выдержит. Так же, как конструкция, да? Там определенно, если там внутри происходит горение, там,
час, там, полтора может выдержать балки. Ну, несущую способность они теряют, да. Несущую А потом способность они уже теряют. несущую способность теряют уже Да. повышение. Вот эти самые стойкие, которые мамы серебряные ключи костюмы, которые ток 200. Сколько, да. До 200 градусов выдерживают 10 минут. Да. Забежать, выбежать можно, там, отец сохранит тело. Стволы А пожарные. если там сядешь, то посмотреть подвох, спалишься так. которые на душу пожар. Так, а это что? Пневматические подушки с рабочим давлением 8 бар. Предназначены для подъема, естественно, тяжелых предметов каких-либо. Но используются для специальных работ на Для пожарах. разборов, да? ДТП то же самое. Машина перевернулась, можно поднять. То есть если маленькая подушка у нас поднимает 5,5 тонн, то большая это у нас 20 тонн. Достаточно много. Да, при этом она надувается до 30 сантиметров. Это вот большая, если маленькая у нас. Вот за счет вот получается. этой вот системы она, да? Да, надувается? при этой системе можно работать сразу же одновременно двумя подушками. То есть, если сейчас мы смело можем спустить подушку, если вы встанете, оно будет намного быстрее. А можно встать? Можно встать, Нужно. конечно. Разбирать конструкцию, она поднимает тяжестью. Подсовываешь ее там под плиту какую-нибудь, она поднимает ее до 20 тонн. Ну как? Прикольно. То есть и одновременно с открытым баллоном мы можем также подключить сразу вторую подушку и работать непосредственно с двумя. А система кевлара разрешает работать подушка на подушку до 2 ставить. Прикольно, я еще такого не видел. У нас такого нету. Ну, в скором будущем, я думаю, появится. Так, здесь что, диэлектрика, да? Ну, это все стандартно. Это для звена, да? Маяки. Питание. Токи. Это у нас Пурга 5 и она же Пурга 5. Вот эта система вообще модная. Сопот. Для пенной атаки, ну как вот эти также, только здесь больше производительность, мощнее. Ну да, Ну да, вон там стоит сеточка, там вода с пеной смешивается, с пенообразователем, и оттуда пена выходит для тушения там бензина, там солярки. Пурга 20. Мотопомпа. Сколько у нее? Мощность 4 атмосферы, 2000 литров, 200 атмосфер 1500. Боевая одежда, перчатки, сапоги. Что за фирма там? Эллиот, Санкт-Петербург производитель. Так, здесь у нас боевую одежду примеряют, но мы ее уже мерили не раз. Давай. Так, здесь у нас игры разные настольные. Следующий шаг за тобой. Здесь первая помощь. Верно, кашляй, вот это очень круто. В другую сторону от нас. Кашляй. Круто. Молодец, Лилия, частично мы тебя спасли, теперь давай полностью спасать. Почему мы ничего с этим не делаем? Ни в коем случае по спине не хлопаем с частичной непроходимостью. Если человек сам кашляет, сам говорит, сам дышит, вообще руками его не трогайте, ему просто нужно откашляться. Так, дальше мы с вами идем на соревнования сильнейший пожарный. Посмотрим, что там есть. Штаб.
20 килограмм поднимает на высоту. Тюменская область. При помощи кувалды на расстояние 1,5 метра. Поверьте, во всем обмундировании это сделать совершенно непросто. И Тюменская область у нас уже оказывается на эстафетной дорожке. Саша Владимир бликует семейку. Тем временем Павел догоняет его. Ну что же, практически оба участника уже на Финишной прямой. Да, Владимир из Тюменской области уже берет пострадавший весом 90 килограмм на секундочку. Ликвидировал. Ну что ж, финишная прямая. Кто? Иркутск или Тюмень? Практически наравне. Поддержим, Маша будет смертная. Никого и другого участника поддержим бурной овацией. Вот ты смотри, Павел обошел. Старт, финиш. Финиш. Практически одновременно. Смотри, как тандемы будут просто вот одновременно. Даже по ступенькам на одну нужно выступать с одной. Просто договорились. Но это не так. Все решается в честной борьбе. И все равно кто-нибудь да придет быстрее. Напоминаем, что это не командное сейчас состязание, это индивидуальный зачет. Каждый сам за себя. Ну что ж, а ребята перешли к этапу, где они переодевают металлический груз при помощи кувалды на расстояние 1,5 метра. Как много прозвучал свисток, это говорит о том, что груз переместился и участник может дальше двигаться одновременно. Гости, поддержите, ребят! Вот что значит и один, и другой из Ленинградской области. Вот видишь, ребята друг другу и не хотят уступать, и не хотят уходить вперед. И оба уже на препятствии, где надо ликвидировать очаг возгорания одновременно. И сейчас все покажет именно упражнение с пострадавшим, который весит 90 килограмм. Одновременно начали двигаться. Нет, тут точно какая-то договоренность, что-то есть. Ты посмотри, Павел немножко обходит буквально на 2 метра. 90 килограмм. Ты посмотри, что происходит, с какой легкостью просто они практически финишируют. И они финишировали! Ну что ж, Ленинградская... Ты посмотри, отрыв каких-то миллисекундах отрыв. А что такое миллисекунда? Но они тоже могут повлиять на итоговый результат. Ну, парни вообще красавчики, молодцы. 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 Да, на щите манекен. Молодец, тоже красавчики. И еще, видимо, сейчас что-то будет происходить. Один опускается, другой поднимается. Прикольно. И они его дотягивают еще наверх. Интересно.
все, он в люльку приземлился благополучно. И здесь все. Так, здесь у нас, значит, мотоциклы. Современная техника уже. Что у меня? С чем? С управлением? Форд, Газон, КамАЗ. Но это уже элита. Было, стало. Все радуются, очень много детей. Всем очень нравится праздник. И такой прицеп с пургой 90. Санкт-Петербург. 40-ка. 3200, да, Пенобак 200. Чибис. Вот пожарный щит. В общем, здесь у нас ручная помпа. Они, дети, качают вот из той емкости. Это как было очень-очень давно. И непосредственно тушение. Вон как дети радуются, прыгают под напором воды. Вот у нас тут девушки пожарные. Наверное, да, если все. Хочешь на пожар? Ну, давай начнем с пожара. Сначала старую. Давай. Вон, каски здесь какие. Это модно. Давай больше. Прикольная штука. Сильный ветер, на нем летать, конечно. Ветер, плюс еще у нас защита хорошая, более, так скажем. Вот этот восприимчив, да, к каким-то частотам и так далее. Может быть, падение. Вот этот более устойчивый. Он сам крутит эти камеры или они просто болтаются? Нет, это сейчас он выключен. Да.
Видите, все. Дальше, когда его включаешь, он приходится все это движение, устанавливается и стабилизируется. Да. Хорошие стабилизаторы, что этого, что этого. Все. Ну вот он начал. Да, готов к работе. Он будет летать и их крутить, да? Нет. Вот я с помощью пульта вот этого, да, управляю. Это он тесты сейчас проверил, просто углы все отработали. Вот специальные колесики здесь есть, да, управляешь камерой. Джойстики вверх, вниз, влево, вправо. А дальность у них какая? Дальность у них фактическая дальность, да, для видеосвязи 2 километра. 2. Да, в технических условиях, да, 3 километра. По практике это, по сути, в городских условиях, где, в общем, много антенн, это километр. Больше не... Ну, нормально. Вот это, да, дальше. По техническим предписам до 5 километров. Да? До 3 километров видеосвязь. Наши производят вообще... По высоте это 4500 метров, да, над уровнем, это 6000. Ну, это характеристики, это вот в интернете. На высотках, да, там разведку проводить. Да, воздушная разведка, ЧП пожара, ледовая обстановка, людей. Да. Таких целях. Здесь ставится тепловизор, да? Соответственно, можно посмотреть программу, да, где какая температура, все это покажет. Ну, а на практике вообще часто используется? Да, используем. Да, часто используем. Пожары, выезжаем на выезд, снимаем, фиксируем пожар. Да, можешь очень увидеть, удобно. да, где-то с одной стороны пожар троллится, с другой стороны ты видишь, да, что обстановка немножко поменялась, и можешь это сказать. Да. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Стём! Кого бы не увидеть у нас здесь с вами, сам Артем Чехович, вот он. Всем Приветствуйся. Да, со мной хоть поздоровайся. Привет. Здорово. Слушай, мы с тобой так давно хотели увидеться, так и не увиделись, да? Да, я тоже включу камеру, я же типа снимаю ролики. Да. Вот. Большой выпуск. Большой выпуск встретил Влада Теленкова. Да. Вот, назови свой канал. YouTube канал Flame. Flame, вот. Все подписывайтесь. Делает крутые ролики, реально мотивируюсь этим парнем, снимает крутые ролики именно в руководстве тушения пожара. В общем, именно вот он вдохновитель, от кого я вдохновляюсь. Многие спрашивали. Спасибо большое. Огромное ему спасибо за это. Да, тебе тоже. Ну, конечно, видите, они богатеете, блогеры, блин, с 11-й проха, я с 8-й. Слушай, она вообще четкая, мне очень нравится, да. Ну, у меня как восьмерка, так что, ребята, я вас на 8-ку снимаю. Ну, у нас 11-я. Все, всем спасибо, да. Поехали дальше. Рассмотрим основные достопримечательности Петербурга. По схожей стороне действительно тянется Петровская набережная, и на этой набережной сохранилось самое первое здание в Санкт-Петербурге. Посмотрите, у нас сейчас с правой стороны впереди видно много-много деревьев, такой небольшой сквер. Так вот, среди этих деревьев, если вы хорошенечко присмотритесь, вы увидите небольшое каменное строение со светлой серой крышей. Ну, вот сейчас, может быть, вам будет плохо видно, да, я вам объясню попроще. С правой стороны видите много деревьев. Так вот, если вы зайдете в этот скверик, вы сначала видите каменное здание, и уже следующим владельцем дерева является кто-то третий. И что же видит император, когда въезжает во дворец? Вся Дворцовая площадь была завалена строительным мусором. И император решил этот вопрос очень остроумным способом. Он велит издать такой указ, что каждый петербуржец может забрать все, что угодно с Дворцовой площади совершенно бесплатно. И, конечно, уже через пару часов площадь была расчищена. Так, у нас метро Девяткино. Мы выезжаем в центр города. Невский проспект. Будет много интересного контента. Так, мы здесь находимся, Девяткино. Едем мы на... Где она? Восстание. Илюх? Короче, на Восстание едем. А, вот, на площадь Восстания, там пересадка. Очень большой блок для вас, дорогие друзья. Только для вас. Все, мы приехали. Площадь Восстания. Сейчас у нас будет одна пересадка, чтобы добраться до центра. Невский проспект. Большой поток, много людей. Время 10:30. Поднимаемся по эскалатору.
Заходишь в вагон? Там поезд, Нет, там это для шаг туристов, VIP клиентов, випы там есть. Невский проспект, мы приехали. Смотрите, как здесь красиво. У нас здесь белые ночи. Время сейчас 22:43. На улице светло. Спасибо всем и каждому, кто смотрит мои видеоролики, кто поддерживает меня комментариями, кто ставит лайки. Подписывайтесь на канал. Впереди очень много всего интересного. Спасибо вам всем. Время 00:50. Очень много людей. Здесь движение всю ночь и целый день. В общем, сегодня у нас крайний день перед отъездом. Завтра рано утром мы уезжаем. До дома нам где-то 10 часов ехать. Пришли сегодня в парк. Здесь водоем, лавочки. Очень красиво. Это Мурино город. Очень сильно застраивается. Много домов здесь новых. Брусчаточкой вон там все укладывают. В принципе, здесь до Питера прям километр максимум. Но единственное, что очень большие пробки. Съезд с КАДа и с самого Санкт-Петербурга, там две трассы, они объединяются в одну. И в Мурино пробка минут на 20, на 30. Постоянно, каждый день. Ну, в этом плане плохо. Вот такой вот самокатик взял себе прокатиться. Подножка. Это поворотник. Поворотник левый, правый. Это свет. Это газ. Ну, это тормоз. Передний, задний.
Что за праздник? Громче, громче! День Мурина, День Мурина. Я уверен, что среди вас есть фанаты Короля и Шута. И панк-рока в принципе. И скажите мне, что кричат панки? Приготовились! Хой! 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 Вместе со мной! Хой! 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 Среди ночи завыли под окном. Старик заулыбался, вдруг покинул дом. Но вскоре возвратился с ружьем наперевес. Друзья хотят покушать. Пусть как дома помни, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. И множество историй. Коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Возвращаемся домой, вот под такой дождик. Едем по газу. Погода вообще ужасная. Ну, надеюсь, он скоро закончится.